Здравствуйте, друзья! Предлагаю вам способ изготовления многоразовой маски респиратора из обычной пластиковой бутылки. В данном случае будем использовать 2-литровую бутылку. Нам понадобятся также ножницы, пламя, скрепка канцелярская, фломастер и шнурок. Сначала нам нужно определить длину внешней окружности бутылки. Это можно сделать при помощи гибкого метра, либо того же шнурка. Измерив, потом линейкой определить. Все, мы определили значение, это 305. Из этого значения нам нужно вычесть 8 мм по формуле. Именно 8 мм скрадываются на разнице между длиной внешней окружности и внутренней окружности. Таким образом мы получаем 297 мм, а это как раз таки длина листа формата А4. Зная внешнюю длину 305 мм, мы переходим на сайт renvent.ru. С главной страницы можно перейти на страницу с детальной подробной инструкцией, где есть также описание всего процесса и присутствуют иллюстрации. Внизу страницы вы увидите формулу, по которой рассчитана эта схема кроя. И в приведенной ниже таблице размещаются PDF-файлы с соответствующей схемой кроя под определенную длину. У нас это 305 мм, и вот мы видим в таблице 305 мм и соответствующий PDF-файл. А вот и формула. Она очень простая. Открываем PDF-файл. Отправляем его на печать. Неважно, цветной у вас принтер или черно-белый, схема адаптирована. Печатаем схему. И мы готовы приступить к процессу основному. Отрезаем у бутылки донную часть, она нам не нужна. Далее сворачиваем нашу схему кроя, фиксируем скобой от степлера. Это можно также скотчем сделать. И нужно это нам лишь для удобства расположения данной схемы внутри цилиндрической части бутылки. Схема внутри. Берем фломастер, отмечаем важные точки. Это в зоне подбородка и переносица. В зоне подбородка 40 мм расстояние, а в зоне переносицы 10. Это константы. Оставшаяся длина у нас делится пополам. Вот такая простая формула. Если вдруг у вас нет под рукой фломастера, вы можете использовать кончик острый любого предмета. Это гвоздь, саморез, кончик ножа канцелярского и так далее. Или та же скрепка. И перенести ее наверх, на внешнюю сторону бутылки. Если у вас нет принтера, вы можете с экрана перенести схему при помощи тетрадного листа в клетку. Итак, мы намечаем нашу схему на бутылку. Все готово. Идем далее. Приступаем к важному этапу. Разворачиваем скрепку, нагреваем ее кончик и проплавляем отверстия. Они очень важны. Они будут останавливать линию реза и препятствовать расползанию маски. Поэтому отнеситесь к этому очень внимательно. Проделайте отверстия диаметром самой проволоки скрепки небольшие. Напоминаю, что огонь штука опасная. Эту процедуру могут производить только взрослые, и им стоит быть крайне аккуратными. Теперь мы готовы вырезать. Схема кроя создана очень простой. Все линии либо прямые, либо плавные. Сложностью с вырезанием возникнуть не должно. Нанесенные линии можно удалить уже с готового изделия при необходимости. Режем очень аккуратно, не прорезая проплавленные отверстия насквозь. Нужно, чтобы рез упирался в отверстие с одной стороны. Мы к этому вернемся чуть выше. Итак,
Все, мы завершили с вырезанием. Дорезаем наши прорези до отверстия, совмещаем прорезь с отверстием. Повторюсь, это очень важно. Теперь заминаем вовнутрь язычок в районе подбородка, который соседнюю зону вминаем вовнутрь, делаем подобие столовой ложки. Это тоже служебная часть. Она будет сдерживать расползание и снимет нагрузку с нижних точек. И позволит защелкнуться язычку, и также будет помогать маске стоять на столе, а не кататься. Дальше начинаем сминать по линиям гиба. Длинные внутренние линии гнутся вовнутрь, внешние по периметру наружу. Гнутся они наружу для того, чтобы смягчить примыкание маски к лицу. Будьте внимательны в ходе всего процесса загибания, не нагружая эти критические наши 4 точки. Проминайте как следует, чтобы материал запомнил форму. В дальнейшем, сгибая и разгибая, можно будет задавать смягчение, либо наоборот жесткость маски. После того, как мы согнули внутренние линии, мы приступаем к важному сгибу прямых линий, которые ведут от переносицы к подбородку. Тут тоже надо быть крайне аккуратными, потому что это напрямую влияет на качество финального изделия и долгосрочность. Так, приступаем к сминанию порожка в зоне подбородка. Высотой порожка можно регулировать и подстраивать маску под конкретный тип лица. И также высота порожков позволяет использовать бутылки разного диаметра. Так. Все. А в данном случае бутылка у нас прозрачная и формируемые грани особо не читаются. Вы можете использовать картинки 3D. Там бутылка раскрашена зеленый цвет, и поэтому все очень подробно видно. Начинаем проделывать отверстие для нашего шнурка. Купольная форма бутылки позволяет нам производить вдох-выдох беспрепятственно. Ничто не примыкает к нашим губам, к органам дыхания, к носу. И отсутствует дискомфорт, как это бывает в случае с классической маской. Шнурок у нас продевается в верхней части переносицы, защелкивается лепесток. Спроектирована таким образом фиксация маски, чтобы снизить нагрузку на примыкание, а отступы лепестков по периметру отстраняют шнурок на некоторых участках от лица, что добавляет комфорт. Маска фиксируется в одной точке за шеей, что позволяет использовать ее в ходе стрижки. Маску можно использовать с завинченной крышкой, тогда воздухообмен происходит в зоне примыкания маски к лицу. Но также можно использовать фильтрующие элементы. Это может быть ватный косметический диск, он прекрасно крепится на рельефном горлышке бутылки, а также используются смягчающие, блокирующие элементы. В данном случае мы используем влажные салфетки, их тоже можно регулярно менять. Данную маску можно и нужно легко обеззараживать до и после применения. Можно снимать шнурок. Также маску можно использовать защитными либо оптическими очками. Не происходит запотевания, как в случае с классической маской. Что ж, маска у нас готова. Друзья, используйте, делитесь, экспериментируйте, комментируйте. Главное, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Пользуясь случаем, хочу передать большой привет Андрею Бахметьеву из «Очумелых ручек».
Пока!